Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на семейном канале «Делаем вместе своими руками». С вами, как всегда, Андрей и Наталья. Сегодня мы будем шить из лоскутков очень интересную вещицу, которую можно часто встретить в классических интерьерах. Лоскутное полотно мы соберем из чередующихся полосок. Нарезать эти полоски мы будем из обрезков ткани, оставшихся от предыдущих работ. А еще будем использовать несколько квадратов, оставшихся из набора лоскутков, отрезы ткани и, конечно, обрезки моих рубашек. Вот такой, с интересным полосатым принтом. И вот этой фиолетового цвета, которая мне, к сожалению, мала, но ее очень хочется применить в этой работе. Самое сложное на этом этапе – гармонично подобрать цвета. Более-менее определились с расцветками лоскутков. Теперь нарезаем из ткани полоски. Ширина полосок будет 6 см, а длина 20. Нарежем полоски и соберем из них раскладку, чтобы окончательно определиться с сочетанием цветов, так как по-другому подобрать расцветку лоскутного полотна в данном случае у меня не получается. Разложили лоскутки на основе серо-фиолетового цвета. К моему большому сожалению, некоторые расцветки, на которые я возлагал большие надежды, не подошли совсем. Так как мы соблюдали геометрию при нарезке полосок, рисунок лоскутного полотна складывается практически сам собой. Берем две полосы, стыкуем их ровными сторонами. Одну с другой в галочку. Потом берем следующие две полоски и складываем из них еще одну галочку. Полоски ровные, все углы 90 градусов, поэтому рисунок получается без лишних усилий и не нужно ничего вымерять и подготавливать. Сложили рисунок из полосок. Начинаем собирать полотно снизу раскладки. Берем верхний лоскуток, прикладываем его к нижнему лицевой стороной, к лицевой, и прокладываем строчку по краю на ширину лапки. Строчка у нас с маленьким шагом. Прокладывая строчку в начале и в конце, делаем закрепки. Проложили строчку, пришили один лоскуток к другому. Припуск шва у нас пойдет на верхнюю полоску. Берем следующий лоскуток по порядку. Тоже прикладываем его лицом к лицу и прокладываем строчку на ширину лапки. У нас это примерно 7 мм. В начале и в конце строчки тоже делаем закрепки. Пришили лоскуток. Берем следующий. Опять прикладываем его лицевой стороной к лицевой и тоже прокладываем строчку. Я в работе использую прозрачную лапку для пэтчворка. Очень удобная и совсем недорогая лапка. Продается в наборе из 3 разных лапок. Если кому-нибудь интересно, ссылку на эти лапки и другие приспособления и материалы оставлю в описании под видео. Пришили 4-й лоскуток прямой строчкой. Вот так выглядит с обратной стороны. Пришили, берем следующий лоскуток по порядку. И тоже пришиваем его к лоскутному полотну. Так и будем брать лоскутки поочередно. То слева, то справа. И пришивать, пока не соберем всю раскладку в лоскутное полотно. Для того, чтобы не запутаться, мы разложили лоскутки на гладильной доске. Оттуда берем их по порядку и пришиваем. Собрали полоски в лоскутное полотно и проутюжили его. Длина полотна 121 см. Некоторые называют такой лоскутный блок косичкой, другие елочкой. По-моему, похоже на паркет из лоскутков. Теперь, чтобы проще было работать, подровняем края. Чтобы полотно получилось симметричным, с одной стороны нужно отрезать больше материала, чем с другой. Поэтому, чтобы не ошибиться, делаем разметку с помощью термоисчезающей ручки для ткани.
Обрезали края, подровняли лоскутное полотно. Вот что у нас получилось. Теперь вырежем из плотной ткани серо-фиолетового цвета основу в размер полотна. Вырезали основу. Хорошая плотная ткань. Практически не тянется ни по долевой нити, ни по поперечной. На эту ткань мы закрепим булавками лоскутное полотно. Простегаем его прямой строчкой и обработаем передний край. Лучше, если передний край будет жестче и тяжелее. Поэтому мы подогнем ткань основы и прошьем ее прямой строчкой. В заднюю часть заготовки мы вставим треугольную вставочку из небольшого лоскутка и тоже обработаем край. Подогнем краешек основы и тоже прошьем прямой строчкой. Вот что у нас получилось. Простегали полотно прямой строчкой, прошлись вдоль краев лоскутков на ширину лапки, обработали переднюю часть дорожки, подогнули и прошили. Вставили лоскутный треугольник и обработали задний край. Вот так скатерть-дорожка выглядит с обратной стороны. Теперь нам нужно обработать края, чтобы ткань закрыла кромку и закрепки от стежки. Для того, чтобы обработать край дорожки, мы вырезали из такой же плотной ткани полоску шириною 6 см. Прикладываем полоску лицевой стороной к дорожке. Фиксируем ее вдоль кромки дорожки булавками. На уголке загибаем полоску и делаем складку под углом 45 градусов. А потом тоже фиксируем булавками. Пришивая полоску к дорожке, ориентируемся по краю полоски, отступая от ее кромки на ширину лапки. Пришили полоску к дорожке. Выворачиваем полоску наизнанку. Подгибаем краешек и тщательно отпариваем горячим утюгом. Отпарили и загладили полоску. Зафиксировали результат булавками. Кто-то скажет, зачем тратить столько времени на подготовку к шитью, а я лучше лишний раз отпарю и скалю ткани булавками. К тому же так шить намного удобнее, и готовая работа потом выглядит аккуратнее. Пришили полоску к дорожке. Получилась такая широкая бейка. Вот так это смотрится с обратной стороны. С лицевой стороны строчка идет параллельно бейке. Получается такая дополнительная стежка. Обошьем вторую сторону и покажем, что у нас получилось. Обшили вторую сторону. Вот что получилось. Для небольшого столика такой ширины в принципе достаточно. Такая миленькая уютная скатерть-дорожка будет отлично сочетаться с любой однотонной скатертью или просто деревянной столешницей и станет украшением сервировки вашего праздничного стола. А на этом на сегодня у нас все. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь и оставляйте свои комментарии. Нам очень приятно их читать. Всего вам доброго. До свидания.